Всем большой привет из Турции! Сегодня приготовим турецкий джаджик. Джаджик одновременно и закуска, и как холодный суп. Для джаджика берем 2 стакана несладкого йогурта. Как приготовить домашний йогурт дома, я оставлю ссылку в конце видео или ниже под видео описание. Далее взбиваем при помощи венчика и доводим его до однородной консистенции. Вот что у нас получилось, как жидкий кефир. Затем йогурт разбавляем холодной водой. Вода питьевая, не газированная. Воды добавляем понемногу. Возможно, воды понадобится больше или меньше, в зависимости от густоты и жирности вашего йогурта. Обычно я беру на 2 стакана йогурта 1 стакан воды. Все это хорошо размешиваем. Вот такой густоты у нас получилось. Огурцы очищаем от кожуры. По желанию оставляем вот такие полосочки, если будете натереть на терке. И если хотите, чтобы огурцы остались такими хрустящими, можно просто мелко-мелко нарезать ножом. Далее нарезаем немного свежего укропа. Можно заменить на петрушку. Летом в Турции очень жарко и душно. Почти в каждой семье едят такое блюдо. И, как обычно, каждая хозяюшка готовит по своему вкусу. Кто-то любит петрушки, кто-то любит укроп. Некоторые добавляют свежие мяты. Все делают по вкусу. Йогурт добавляем огурцы. Укроп. 1-2 зубчика чеснока. Соль по вкусу. Оливковое масло 2 столовые ложки. Можно добавить еще специи. Я добавляю тимьян, сушеная мята. Все по вкусу. И далее все хорошо перемешиваем. Это блюдо можно смело назвать суп красоты и молодости, так как он очень вкусный и полезный. Пробуем на вкус. При необходимости добавляем соль. Вот и все, джаджик готов. Перед подачей желательно убрать на пару часов в холодильник. Готовый джаджик можно украсить веточкой свежей мяты или укропа и добавить немного оливкового масла. Такое блюдо особенно хорошо сочетается с классическими турецкими мясными блюдами, например, как кюфте или кебабы. Заранее всем желаю приятного аппетита и хорошего настроения. Готовьте вкусно и будьте здоровы. Не прощаюсь с вами, увидимся в комментариях.